Вас приветствует видео без лишних слов. Сегодня разбор популярнейшего дизайна на заказ. В соцсетях мне часто приходят сообщения с различными вопросами про ногти. Просьбы разобрать дизайн, просто приятные сообщения или поздравления с праздниками. Это очень приятно. И я стараюсь отвечать на все, возможно, не так быстро, как хотелось бы, но все по порядку. И в одной из соцсетей прямо на стенку мне пришло вот такое сообщение. Светлана, помогите, пожалуйста, разобрать этот дизайн. Дизайн действительно популярный. Он очень часто попадается в интернете в разнообразных интерпретациях. Цвет и узоры могут отличаться, но принцип выполнения дизайна один. Но, естественно, это все продается за деньги на платных курсах. Я же, как обычно, добрая душа, делаю это все бесплатно. Кстати, за вот такие вот раскрытия бесплатно меня многие мастера и не любят. Итак, начнем. Здесь объемный слоеный дизайн. Если хорошо присмотреться, видно, что один центральный слой находится глубже всех, как будто утоплен предыдущими. То есть самый глубокий слой, самый нижний, мы будем рисовать первым, а все остальные лепестки как бы наслаиваются сверху. Поэтому дизайн мы делаем в обратном порядке, двигаясь от самых глубоких слоев к поверхностным. Выполняя дизайн в разных цветах, можно получить кардинально разные эффекты. Например, синие и голубые оттенки дадут эффект морской волны. Если же взять нежные серо-розовые оттенки, можно добиться эффекта сладкого кондитерского крема. Я же буду стараться повторить в точности именно этот запрос, поэтому оставляю на палитру цвета с картинки. Первое, что я делаю, это разметка линии улыбки. Это та грань, до которой необходимо выполнить дизайн ногтевого ложа. Теперь, имея заданную конкретную площину, легче распределить и разместить все необходимые элементы. Как мы уже решили, начинаем с самого глубокого. Нижний край делаю аккуратной линией, ведь он идет в стык со следующим слоем. Верхний край пятна можно не вырисовывать, ведь следующие слои идут внахлёст и прикрывают этот край. Пока ноготь сохнет в лампе, беру ликвид, жидкость для работы с полигелем. Заменить можно клинсером или спиртом, но спирт быстро выветривается и работать им неудобно. Теперь понадобится прозрачный полигель, но чтобы в результате эффект получился максимально объемным, полигель должен быть мелкозернистый, чтобы после перекрытия топом ноготь не был мутным и с пузырьками. Материал должен быть кристально прозрачный. Объемную горошину материала выкладываю на прокрашенный участок ногтя. Теперь необходимо гель растянуть по цвету. Просто сплющиваю шарик и стягиваю его вверх, вниз, вбок и поправляю. Главное, чтобы полигель не выходил за рамки цветной основы. Теперь обратите внимание на бортики. Верхний край я делаю наклонным, гладким, ведь здесь следующие слои будут наплывом. Нижний бортик четкий, прямой и высокий. А вот поверхность этой капли ровной быть не должна. Отправляем сушиться в лампу. Следующие слои начинаем от нижнего бортика. Рисую пятно нужного размера, цвета и формы, а также закрашиваю тот самый нижний бортик полигеля. И отправляю сушиться в лампу. После просушки снова же на нарисованный цвет выдавливаю каплю материала. И теперь все, что необходимо, это просто распределить полигель по нарисованному цвету. Здесь нижний бортик должен быть высоким, но не обязательно ровным. В некоторых местах можете делать наклоны. Так лепестки будут более узорными. Главное условие – не выходить за рамки нижнего цвета. Сушим в лампе и повторяем. Цвет основа и закрашенный бортик. Сушим в лампе и добавляем полигель, который распределяем так же, как и предыдущие. Так повторяю слой за слоем.
В завершение необходимо сделать 2 лепестка желтого цвета, поэтому в этот раз бортик я закрашиваю лишь наполовину. Сушу в лампе и добавляю полигель. Сейчас обратите внимание на выкладку полигеля. Здесь я материал распределяю таким образом, чтобы к линии улыбки материал плавно спускался вниз. В данном случае не делаю ровного прямого бортика. После просушки наношу второй слой желтых лепестков. Ну и после просушки наношу полигель. Я часто в комментариях читаю, что вы пишете: «Ой, такие дизайны долго делаются». Но я считаю, лучше сделать 2 клиентов и взять за это больше денег, нежели просидеть с 5 и взять такую же сумму или даже меньше. Тем более с необычными дизайнами интереснее работать. И плюс за них выше цена. Сейчас распределяю материал таким образом, чтобы сформировать высокий бортик и более-менее ровную линию френча. После высыхания работаем с верхней частью, где лепестки идут наплывом. На фотографии в этой части есть островок, который был над самым нижним слоем, но и под верхними лепестками, поэтому его и рисуем. После высыхания наносим небольшую каплю полигеля. Так как эти лепестки должны быть самыми глубокими, материал распределяю средним, более тонким слоем и по розовому, и по сиреневому цвету. Никаких высоких ровных бортиков нет, просто плавный переход материала. Высушили и поверх наносим следующий цвет. Прокрашиваем так, как бы накрываем это все одеялком. Вновь полигель и вновь никаких высоких бортиков. Наносим материал на поверхность предыдущих слоев средним гладким слоем. И завершающий верхний лепесток, который накрывает предыдущий. Его после просыхания также накрываем плавным слоем полигеля. И ровно таким же образом заполняю оставшийся участок ногтя. Когда все сделали, получается вот такая неаккуратная, толстая лепеха. С нее снимаем липкий слой. Теперь пилочкой необходимо сделать огранку ногтевого ложа. Делаем ровный прямой борт для линии френча. После опила, убрав пыль, прокрашиваю борт ярко-желтым цветом. Сушу в лампе и беру белый полигель. Ссылку на него я оставлю в описании под видео. Хорошо пигментированный, мягкий, податливый и удобный в работе. Им запечатываю свободный край ногтевого ложа. И аккуратно поправляю, чтобы получить высокий, более-менее ровный бортик. Сушу в лампе и снимаю липкость. Пилкой корректирую и выравниваю линию френча. Получаем ровный высокий бортик. Далее на фотке была черная тонкая прожилка френча, поэтому беру черную гель-краску от Patricia Nail и полностью закрашиваю ребро френча.
Краску высушили и запечатываем оставшийся кончик тем же белым полигелем. Ну, естественно, чем меньше длина, тем меньше забот. Чем меньше деталей, тем быстрее это все сделается. Ну, в общем, когда это все высушили и сняли липкость, необходимо лишь провести поверхностный опил. Именно с его помощью проявляется вся красота, которую мы налепили. Из гадкого утенка и толстой лепешки получаем красивый дизайн. Снимаем ненужную толщину, проявляем все тонкие линии, опиливаем, доводя до правильной архитектуры, и убираем пыль. Остается лишь перекрыть топом, глянцевым или матовым, ведь в двух вариантах этот дизайн будет смотреться по-особенному красиво. Надеюсь, этот дизайн был актуален и видео было полезным. Ставьте лайки, пишите комментарии. Не переключайтесь, ведь дальше больше. Всех с праздниками! Пока-пока!